Вы когда-нибудь задумывались, насколько быстро можно построить полноценный дом? Кажется, что на это уходят недели, месяцы, а иногда даже годы. Но представьте, всего один день, и перед вами готовый дом с крышей, окнами, дверями, а внутри уже можно жить. Это не фантастика, а реальность. Современные технологии позволяют строить дома буквально за сутки, а иногда и за несколько часов. Один из самых ярких примеров – компания из Китая, которая всего за 10 часов возвела 10-этажное здание. Это был не просто каркас, а полноценное жилое здание, в котором сразу же можно было заселиться. Секрет скорости в особых модульных конструкциях, которые заранее изготавливаются на заводе, а затем, как гигантский конструктор, собираются прямо на месте. Но Китай не единственная страна, где происходит революция в строительстве. В США уже появились передвижные заводы, которые могут напечатать дом из бетона прямо на месте. Специальный 3D-принтер буквально выкладывает стены слой за слоем, и уже через 24 часа перед вами полноценное жилье. И это только начало. Сегодня существуют десятки технологий, которые позволяют возводить дома невероятно быстро. От 3D-печати и модульных конструкций до надувных зданий и автоматических роботов-строителей. В этом видео я расскажу про самые крутые технологии, которые делают строительство молниеносным. Но начнем с самой революционной 3D-печати домов. Вы когда-нибудь видели, как принтер печатает текст на бумаге? Теперь представьте такой же принтер, только размером с грузовик. Вместо чернил – бетон. А вместо бумаги – пустая строительная площадка. Современные 3D-принтеры могут буквально печатать дома. Вместо того, чтобы строить стены вручную, роботизированная рука выкладывает бетон слой за слоем, как гигантский торт. В результате за несколько часов можно возвести полноценный дом. Например, в США уже построили жилой дом всего за 12 часов, а в Дубае напечатали офисное здание площадью больше 1000 квадратных футов за 17 дней. Это почти в 2 раза быстрее, чем при традиционном строительстве. Плюсы такой технологии очевидны. Минимум рабочих, низкие затраты, отсутствие строительного мусора. Но самое главное – скорость. Пока традиционные строители только начинают закладывать фундамент, 3D-принтер уже завершает возведение стен. Но если 3D-печать – это медленный, но стабильный процесс, то существуют технологии, которые позволяют собрать дом за несколько часов. И одна из них – модульные здания. Представьте себе гигантский лего-набор. Только вместо маленьких пластиковых деталей целые комнаты, которые уже полностью готовы к использованию. Стенами, окнами, электропроводкой и даже мебелью. Все, что нужно, просто соединить их между собой. Именно так работают модульные дома. Их не строят на месте, а изготавливают на заводе, а затем доставляют на строительную площадку и собирают как пазл. В результате на возведение дома уходят не месяцы, а считанные часы. Например, китайская компания Broad Sustainable Building построила 10-этажное здание всего за 28 часов. Они использовали заранее подготовленные модули, которые просто соединяли между собой как гигантский конструктор. Но это еще не предел. В Японии уже разрабатывают автоматизированные системы, которые смогут собирать модульные дома буквально за несколько часов, а в будущем и за минуты. Но что если я скажу вам, что есть здания, которые можно развернуть буквально за секунды? Да, это пневматические надувные дома. Каждый из нас хотя бы раз в жизни надувал воздушный шарик. Теперь представьте, что точно так же можно надуть целый дом. Пневматические дома – это здания, которые заполняются воздухом и принимают нужную форму всего за несколько минут. Внутри они укрепляются специальными армированными панелями, так что это не просто палатка, а полноценное здание, устойчивое к ветру и дождю. Один из самых известных примеров – бетонные надувные дома. Это специальная конструкция, которая сначала раздувается как шар, а затем заливается бетоном. Через несколько часов бетон застывает, и перед вами готовое прочное убежище, способное выдержать даже землетрясение. Такие дома уже активно используют в армии, в зонах стихийных бедствий и даже в космических исследованиях. Они дешевле, легче и возводятся в сотни раз быстрее традиционных зданий. Ну а если вам тоже нужно построить дом, офис или склад быстро, недорого и надежно, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работы и услуг от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Но что если дом не просто надувается, а сам разворачивается как огромный чемодан? Добро пожаловать в мир саморазворачивающихся домов. Саморазворачивающийся дом – это настоящее чудо инженерии. Представьте себе большую коробку, которая буквально за несколько минут превращается в полноценное здание. Все, что нужно, просто нажать кнопку. Автоматические механизмы начинают работу, панели раздвигаются, стены поднимаются, крыша расправляется. И вот перед вами готовый дом. С дверьми, окнами, а иногда даже с мебелью.
Такие технологии уже используют военные и спасательные службы. Например, во Франции разработали дом, который сам разворачивается за 60 секунд. Его можно перевести на грузовике, а затем разложить на месте, получив полноценное жилье. В будущем такие дома могут стать спасением для пострадавших от катастроф, а также идеальным вариантом для путешественников и людей, живущих в экстремальных условиях. Но есть еще одна технология, которая уже сегодня меняет рынок жилья – контейнерные дома. О них расскажу в следующей главе. Морские контейнеры – это прочные металлические коробки, которые перевозят товары по всему миру. Но что если я скажу вам, что из них можно строить современные, стильные и удобные дома? Контейнерные дома – это не просто бюджетный вариант, а реальная технология, которая позволяет возводить жилье всего за несколько дней. Все потому, что сами контейнеры уже являются готовыми модулями. Их достаточно привести на место, установить друг на друга, вырезать окна и двери, и все, дом готов. Эта технология настолько популярна, что уже есть целые жилые кварталы, построенные из контейнеров. Например, в Лондоне из морских контейнеров сделали общежитие для студентов, а в Китае построили офисный центр из контейнеров всего за 15 дней. Почему это так быстро? Во-первых, контейнеры уже готовая конструкция, которая не требует фундамента. Во-вторых, их легко модернизировать, добавить теплоизоляцию, окна, даже солнечные панели. А еще они экологичны. Ведь вместо того, чтобы выбрасывать старые контейнеры, их используют повторно. Но если контейнерные дома — это быстро и практично, то геодезические купольные дома — это еще и сверхпрочное жилье, которое служит десятилетиями. Вы когда-нибудь замечали, что в природе купол — это самая устойчивая форма? Пчелиные соты, яйца, арочные пещеры — все они выдерживают огромные нагрузки. Инженеры заметили это и создали купол как основу для строительства домов. Геодезические купола — это здания, состоящие из множества треугольных панелей. Их главный плюс — сверхбыстрое строительство. Вместо того, чтобы возводить стены поочередно, купольные дома собираются как пазл, причем всего за пару дней. Например, в Канаде уже есть компании, которые строят такие дома за 48 часов. Они устойчивы к ураганам, землетрясениям и даже могут выдерживать сильные снегопады, потому что купол равномерно распределяет нагрузку. Но что, если я скажу вам, что есть материал, который по прочности не уступает бетону, но при этом в раза 3 быстрее в строительстве? Добро пожаловать в мир CLT-панелей. CLT — это кросс-ламинированная древесина. Проще говоря, это слои дерева, склеенные под разными углами, что делает его сверхпрочным. По своим характеристикам CLT не уступает бетону, но при этом он легче и экологичнее. Главный плюс — скорость строительства. Дом из CLT можно возвести за несколько дней. Например, в Австрии построили 16-этажное здание из CLT-панелей за 10 недель. Эта технология особенно популярна в Европе, где строят целые кварталы из CLT домов. Причина проста. Они экологичны, энергоэффективны и быстро возводятся. Но если древесина — это экологичный материал, то что насчет металлических каркасных домов? Они не только прочные, но и собираются в разы быстрее. Металл – один из самых прочных и долговечных строительных материалов. А если использовать сборные металлические каркасы, то можно строить дома в 10 раз быстрее обычного строительства. Все дело в технологии сборки. Вместо того, чтобы возводить стены и перекрытия на месте, металлический каркас изготавливают на заводе, а затем доставляют на стройплощадку. Рабочим остается только соединить детали, как при сборке мебели. Например, в США металлические каркасные дома собирают за 1-2 недели. А в Японии уже разрабатывают автоматизированные системы, где роботы могут собирать такие дома за несколько дней. Но что, если строительство вообще не будет зависеть от людей? Что, если строить дома будут дроны? Это уже не фантастика, это реальная технология. Когда мы говорим о строительстве, мы представляем огромные краны, рабочих в касках и тяжелую технику. Но представьте, что здания строят маленькие летающие роботы. Все это уже происходит. Инженеры создают рои дронов, которые могут работать вместе как пчелы в улье. Они способны укладывать кирпичи, связывать арматуру и даже печатать стены на ходу. Например, в Великобритании провели эксперимент, где дроны создали небольшое здание из пенополиуретана всего за несколько часов. В будущем они смогут строить дома на удаленных территориях, например, в горах или даже на Марсе. И если дроны могут строить дома в воздухе, то что насчет зданий, которые не стоят на земле, а плавают на воде? О таком чуде инженерии поговорим в следующей главе. Мир меняется. Из-за изменения климата уровень воды в океанах постоянно растет. Миллионы людей рискуют потерять свои дома из-за наводнений и ураганов. Но есть решения, плавающие дома, которые не боятся воды. Эти здания спроектированы так, чтобы держаться на поверхности, как корабли.
Они могут стоять на специальных понтонах, а некоторые даже автоматически поднимаются при подъеме воды. В Голландии уже построены целые жилые кварталы, которые спокойно держатся на воде и могут выдерживать штормовые волны. Преимущество таких домов – их мобильность и быстрая сборка. В отличие от традиционного строительства, плавающие дома можно разместить прямо на воде всего за несколько дней. Это будущее для прибрежных городов, где земля уже становится дефицитом. Но проблема наводнений не единственная сложность для строителей. Важнее то, как долго дома могут простоять без ремонта. И здесь на помощь приходит уникальная технология самовосстанавливающегося бетона. Бетон – один из самых прочных строительных материалов, но даже он со временем трескается и разрушается. Однако ученые нашли способ заставить бетон заживлять свои раны. Все дело в бактериях, которые добавляют в смесь при изготовлении бетона. Когда в стене появляется трещина, бактерии вступают в контакт с водой и начинают выделять известняк, который буквально заделывает повреждения. Это настоящая революция, потому что теперь здания могут самостоятельно восстанавливать свои стены без дорогостоящего ремонта. А еще такой бетон увеличивает срок службы домов в разы. Уже сейчас его используют в Европе для строительства мостов и зданий. Но что, если я скажу вам, что есть материал, который еще быстрее и дешевле? Это бамбук, удивительный природный ресурс, из которого строят дома быстрее, чем из дерева или бетона. Бамбук – это прочный, гибкий и сверхбыстро растущий материал. Он вырастает до 35 дюймов в день, а это значит, что за месяц можно получить строительные балки. Строительство из бамбука похоже на модульные технологии. Готовые секции заранее заготавливаются, а затем собираются на месте в течение нескольких дней. Такие дома не только быстро строятся, но и обладают сейсмоустойчивостью, что делает их идеальными для стран с высокой сейсмической активностью. В Азии уже есть целые жилые поселки из бамбука, которые возводятся в 10 раз быстрее, чем традиционные здания. А в будущем бамбук может стать основным материалом для строительства недорогого жилья по всему миру. Но что, если вместо природного материала использовать переработанный пластик? Дома из пластика не только дешевые и легкие, но еще и помогают очищать планету от мусора. Каждый год люди выбрасывают миллионы тонн пластиковых отходов, но вместо того, чтобы загрязнять природу, инженеры придумали, как превращать пластик в прочный строительный материал. Специальные заводы перерабатывают пластиковые бутылки и упаковки, превращая их в модульные блоки. Эти блоки соединяются между собой как лего и позволяют строить дома всего за несколько дней. Например, в Колумбии уже построили жилые дома из переработанного пластика, а в Африке такие технологии используют для быстрого возведения школ и медицинских центров. Это не только быстро, но и экологично, ведь такие дома помогают сократить количество пластикового мусора в мире. Но представьте, если бы дома вообще не нуждались в отоплении, электричестве и кондиционерах. Это уже не фантастика, а реальность – энергопассивные дома. Энергопассивные дома – это здания, которые практически не нуждаются в энергии извне. Они сами себя отапливают зимой и охлаждают летом, используя энергию солнца, тепло земли и грамотную вентиляцию. Такие дома строят из особых материалов, которые сохраняют тепло в холодную погоду и защищают от жары в жаркую. Они оснащены солнечными батареями, системами рекуперации воздуха и автономным водоснабжением. Самое удивительное, такие дома могут работать полностью автономно, не требуя подключения к городской инфраструктуре. В Европе уже есть целые деревни, где люди живут в энергопассивных домах и не платят за электричество и газ. Но кто будет строить дома будущего? Ответ прост. Роботы. Уже сейчас машины могут строить дома быстрее, чем человек, и в этом главное будущее строительства. Представьте, что на стройплощадке нет рабочих. Вместо этого по территории движутся автоматические машины, которые сами укладывают кирпичи, связывают арматуру и даже проводят электропроводку. Роботы-строители — это уже реальность. Например, в Австралии создали робота, который может класть кирпичи в 10 раз быстрее, чем человек. В США работают над роботами, которые могут самостоятельно возводить стены и даже печатать дома на 3D-принтере. В будущем люди практически не будут участвовать в строительстве. Все будет делать техника, точно, быстро и без ошибок. Это значит, что здания будут возводиться в разы быстрее, а их стоимость снизится. Скорость строительства постоянно увеличивается, а технологии развиваются с каждым годом. Возможно, уже через несколько десятилетий дома будут появляться буквально за несколько часов, а строительство станет таким же простым, как нажать кнопку на смартфоне. Будущее уже наступает, и оно намного ближе, чем кажется.